Видео снято при поддержке Кронфарма и тату-магазина Феникс Тату. Привет, друзья! Вы на канале Дневник Тату, и сейчас я расскажу, почему нельзя заниматься спортом после татуировки, а также отвечу на вопросы, сколько нельзя заниматься, что делать, если тренировка неизбежна, и что случится, если пренебречь рекомендациями татуировщика. Итак, в чем проблема со спортом, когда у вас свежее тату? В первые 2-3 дня после сеанса татуировка очень уязвима к внешним раздражителям, потому что, по сути, это открытая рана, через которую в организм могут попасть различные бактерии. А бактерии, как вы знаете, больше всего любят пот. Тренируясь, мы делаем физические упражнения, организм нагревается и пытается себя охладить. Потовые железы включаются в работу, и тело покрывается капельками, а иногда и струйками пота. Пот – это среда, которая отлично подходит для размножения бактерий. И если вы не знали, то неприятный запах пота – это на самом деле запах жизнедеятельности бактерий, которые в нем поселились. Сам по себе пот практически не пахнет. Да, легкий запах есть, так как в нем присутствуют продукты белкового разложения, поэтому оттенки запаха пота зависят от состояния нашего здоровья, от того, как мы питаемся и от того, насколько мы половозрелы. Во время тренировки капелька пота вместе с бактериями может затечь вам под компресс, и в вашу татуировку попадет энное количество рандомных бактерий плюс частички пыли. Да, пыль, кстати, состоит из мертвой кожи других людей, шерсти, частичек кожи животных, отходов насекомых и, конечно же, старой грязи. Вряд ли вы хотели бы видеть такой коктейль у себя в сочащейся татуировке. Если этого вам недостаточно, то вот еще один фактор против. Наш организм устроен так, что для регенерации тканей ему необходим покой. Дело в том, что кожа очень эластичный орган, и, совершая движение, мы подвергаем кожу растяжению и изменению формы. В пределах нашей татуировки весь слой эпидермиса травмирован. Организм планирует и пытается его обновить как можно скорее, чтобы не дать тем же бактериям проникнуть в кровь через эту брешь в защите. Когда вы активно шевелитесь, вы мешаете организму выполнить свою функцию. Сколько нельзя заниматься спортом? А перед тем, как я отвечу на этот вопрос, рекомендую зайти на сайт дневниктату.ру и ознакомиться с моим онлайн-курсом татуировки. На сайте вы увидите мои первые работы и цены на онлайн-обучение. Если вы сами не планируете стать татуировщиком, возможно, кто-то из ваших друзей или близких давно уже об этом мечтает, и вы можете ему сделать такой подарок. Спасибо за внимание, а теперь продолжаем. После сеанса обычно достаточно 2-3 дней для первичного восстановления кожи, а на 5-7 день кожа начинает сбрасывать мертвые клетки эпидермиса, потому что новые клетки уже подоспели на их замену. В идеале нужно не заниматься спортом примерно 5-7 дней. Если это невозможно, потому что у вас соревнования на носу, то, во-первых, на кой черт вы именно сейчас решили набить татуировку, а во-вторых, постарайтесь хотя бы 2-3 дня не активничать в спортзале вообще совсем. Что будет, если сразу после сеанса пойти тренироваться? Ответ зависит от таких факторов, как часть тела, размер и плотность покраса татуировки, какой вид спорта, интенсивность тренировки и чистота тренажерного зала. Понятно, что чем больше работы и подвижнее место, например, ребра или поясница, тем более неприятными будут ощущения во время упражнения, и тем больше будет раскрываться рана, когда кожа будет в натянутом состоянии. Если туда попадет пот, бактерии и пыль, то можно себе заработать воспаление, которое постепенно может перерасти в гнойник. С другой стороны, в плане заболеваний может ничего не произойти, но из-за того, что организм находится на стадии избавления от пигмента, а на тренировке мы разгоняем кровь, то, скорее всего, татуировка сильнее начнет сочиться, и в коже останется меньше краски, чем могло бы остаться, если бы вы не тренировались. Что делать, если тренировка неизбежна? Если неизбежно, то тренироваться и ждать результатов. Старайтесь не делать интенсивных упражнений, не прикасаться татуированным местом вообще ни к чему. Сделайте себе легкий компресс из бумажного полотенца и малярного скотча, потому что из-за пеленки кожа будет потеть чересчур сильно. Заживляющая пленка типа Супросорб тут тоже вряд ли спасет, потому что она может просто отклеиться, но попробовать ее наклеить все-таки стоит, вдруг выдержит. После тренировки сразу же примите душ. С помощью мыла смойте пот и грязь с татуировки, наложите свежий компресс и идите домой отдыхать. Вот такие вот мои рекомендации на этот счет. Надеюсь, они вам помогут. Обязательно заглядывайте ко мне в Инстаграм, там я выхожу частенько теперь уже в прямые эфиры и публикую свои работы. Спасибо за то, что смотрели, и пока.